Друзья, с вами я, Сергей Макеев, и тема сегодняшнего выпуска будет самомассаж при различных болях в нашем теле. Итак, сразу переходим к видео, поэтому первым у нас будет головная боль. При головных болях что мы делаем? Мы нащупываем наши жевательные мышцы. Каким образом их найти? Напрягаем нижнюю челюсть, очень сильно сжимаем, и где выступы, да, на висках, на областях челюсти, мы просто зажимаем эти мышцы и держим 3-5 секунд. Подержали 3-5 секунд, расслабили. Как правило, боль уходит в течение 10-15 секунд, если мы это состояние удерживаем. Затем нащупываем, где у нас череп, да, внизу есть ямочки. Там у нас есть ременные мышцы головы. Мы ставим руки туда на ямочки и зажимаем, но не сильно пережимаем, просто нажимаем, надавливаем на вот эти триггерные точки. И держим так тоже 3-5 секунд. Повторяем от 5 до 10 раз, в зависимости от того, насколько сильная боль. Есть у нас боль в грудине. Мы нащупываем, где у нас солнечное сплетение. Это как раз где у нас расходятся наши реберные дуги. Сильно не давим, а просто нажимаем двумя руками, тихонечко, не спеша надавливаем и отпускаем. Сильно не жмем, чтобы нам оставалось место для дыхания. Затем, если у нас болит между ребрами, например, дикая спазмирующая боль, здесь у нас есть передняя зубчатая мышца. Как мы ее нащупываем? Ставим руки вот такие, как грабли, между ребрами. Здесь очень легко эту мышцу прощупать. Мы между ребрами аккуратненько прощупываем и находим эти мышцы. И когда у нас происходит дикая боль между ребрами, мы просто ставим сюда палец между мышцами, между ребрами и держим. Держим определенное количество секунд, 3-5 секунд. Это может быть и 15 секунд, это может быть и 20 секунд. Все сугубо индивидуально. И каждую ветвь мышцы, да, то есть если рассмотреть анатомию этой мышцы, то она реально как зубцы. Нажали на мышцу, отпустили. То же самое мы делаем с разных сторон. Затем, если у нас боли в пояснице, каким образом мы делаем? Щупали подвздошный гребень, то есть вот эта вот косточка у нас, таз, да, где мы просто пальцем аккуратно смещаем до центра. То есть получается мы ставим руки на центр нашего таза вверху, где подвздошный гребень. И просто пальцами мы зажимаем на эти триггерные точки. Может быть ощущение боли отдаваться в ноги. Это нормальная реакция, не переживаем. Нажимаем и держим. Такая же ситуация и с поясницей. Что мы делаем? Мы находим поясничную мышцу. Здесь у нас квадратная мышца поясницы. От нашего позвоночника, то есть где у нас проходит позвоночник, да, по бокам мы нащупали нашу мышцу. И ближе к пояснице мы пальцами надавливаем и держим. И держим до момента, пока не отпускает боль. Вот таким вот образом. Скажем так, это самая очень быстрая и экстренная помощь самому себе, пока вы ждете врача, пока вы ждете действия таблетки, либо скорую помощь. Но в любом случае эти упражнения не панацея. То есть если у вас реально есть боли, которые не проходят 1-2 дня, то лучше все-таки обратиться к специалисту и не заниматься самолечением. Эти методы просто направлены на облегчение боли. Поэтому заботьтесь о себе, выполняйте профилактические мероприятия и будьте здоровы.